Всем привет! С вами тот самый. И в этой части мы наконец попытаемся дойти до потопа и орбитальной бомбардировки. Как обычно, настоятельно рекомендую всем новым зрителям посмотреть сначала предыдущие 5 частей. Просто потому, что у вас неминуемо возникнут вопросы, которые уже обсудили в них. Обещаю, что скучать вам не придется. Ну а мы продолжаем. Что было после воздушного и сейсмоудара? Конечно же, разброс осколков. Известная нам из предыдущих частей программа моделирования столкновений очень хорошо показывает, на какое расстояние и какие размеры осколков отлетали. Давайте освежим это в памяти. А заодно и пробежимся по карте планеты и посмотрим, что сейчас происходит в предполагаемых точках. Конечно, самые лакомые для жизни места планеты давно обжиты, на них возведены новые здания, города, но в самых труднодоступных участках до сих пор все очевидно. Сколько продолжалась эта бомбардировка осколками? Кто знает. Но я думаю, не слишком долго. Может час, может день. Так ли уж важно? Главное, что рано или поздно она закончилась. Ну, вроде бы все. Можно выползать из бомбоубежищ, зализывать раны и восстанавливать новый светлый мир. Но стоп. Рано. Мы забыли про огромное количество частиц глины и песка в околоземном пространстве. А между тем, пока планета изо всех сил старалась выжить в столкновении, частицы аккреционного диска спускались все ближе и ближе. И, наконец, начали свое торможение об атмосферу Земли. Была ли она более плотной, чем сейчас? Несомненно. Намного? Возможно. Этот нюанс мы обязательно еще обсудим и не раз. А пока примем за отправную точку 7-8 атмосфер. И состав почти такой же, как сейчас. То есть 80-85% азота и 15-20% кислорода. Да, некоторые ученые в последнее время стали говорить о том, что кислорода в прошлом было не больше, а меньше, чем сейчас. Но не стоит тут же в ярости поднимать копья и идти на них войной. Скоро вы узнаете, что на самом деле это не имеет решающего значения. Итак, что произойдет с милой, влажной, теплой и плотной атмосферой, в которую на небольшой, подчеркиваю, небольшой скорости из космоса врезаются микроскопические кусочки ледяной холодной глины? Правильно. Глина начнет скапливаться в верхних слоях атмосферы, конденсировать на себе влагу и выпадать в виде глиняного дождя и града, потоков глины с небес. И продолжаться это будет до тех пор, пока глина не закончится. А ее, как мы помним, было много. Вся земля превратилась в одно сплошное незасыхающее болото. Где-то на возвышенностях глина стекала и конденсировалась в низинах. Затыкая собой русло рек, вызывала стихийные дамбы, затопления, которые, достигнув критической точки, прорывались, вызывая микроцунами, которые мы сейчас называем селевыми потоками, и снова скапливаясь. И это повторялось снова и снова по всей Земле. Потопы возникали, проходили и возникали вновь. Атмосферная влага стремительно кончалась, стекая в моря и океаны, а затем, нагревшись, снова поднималась в атмосферу и вновь увеличивала потопы. Где-то потоки жидкой глины словно коркой покрывали целые горы, которые спустя сотни лет
исследователи примут за штукатурку Го, а где-то заполняла низины целиком, образовывая ровные, словно отшлифованные платы. Из-за неравномерного распределения тепла по всей планете разразились небывалые силы ураганы и смерчи, которые подхватывали морскую и речную воду вместе с рыбами, ракушками, речной галькой на самые небеса и вновь обрушивали на горы и города, на леса и поселки. И был этот ад на земле долго. До тех пор, пока экосистема не уравновесилась, пока атмосферная влага не выпала на землю и давление не составило нынешнюю 1 атмосферу. Хотя не так долго, чтобы успели смениться поколения. Тут я верю старым писаниям. 40 дней такого ада вполне хватило бы на всю человеческую жизнь. Думаю, все, кто смотрит этот канал, попали сюда не случайно, а потому прекрасно знают о чумных статуях в Европе, где прямо изображен ровно тот ад, что я сейчас описал. Многие также знают об изображениях ангелов, сыплющих песок на землю. Поэтому долго оправдываться и задерживаться на этой теме не буду. Те же, кто каким-то чудом оказался не в курсе, равно как и всем остальным, очень рекомендую послушать работу страницы на эту тему. 4 ролика под названием «Секреты гробницы Сципиона». Она проделала огромную работу по переводу латинских надписей, которые показывают всю разразившуюся тогда трагедию в сочных красках. Надеюсь, что вы обязательно послушаете и прислушаетесь к ним. Это рассказ без лишней скромности просто завораживает. Ссылочка в описании. Ну а мы продолжаем. Те, кто любит считать и дружит с математикой, могут спросить: пардоньте, но если выкачать из мирового океана те самые 30 метров воды, то это вам не антарктический лед. Пара будет столько, что атмосфера будет толщиной в пару тысяч километров. И это, кстати, без льдов Антарктиды. А 7-8 атмосфер давления дадут при конденсации максимум 3-4 метра воды. Неувязочка, товарищ конспиролог. Откуда появились десятки или сотни метров? И надо отдать должное, я очень благодарен тем подписчикам, которые своим скептицизмом к этой теории вогнали меня в несколько дней раздумий. Действительно нестыковка. Причем сильная. И на первый взгляд неразрешимая. Существует много теорий, пытающихся объяснить эту неувязку. Начиная от теории пароводяного купола, просто купола, установленного богами, расслаивания атмосферы на составляющие части, теория мегацунами, поворота литосферы, изменение формы геоида и много-много других. Но все они рушатся как карточные домики, когда от чисто умозрительных заключений переходишь к практическим расчетам. Например, плотность атмосферы получается не просто высокая, а запредельная. А также вылезает много несовместимых с жизнью нюансов. Например, при повышенном давлении температура кипения воды может достигать 300 градусов. А это значит, что для поддержания такой атмосферы нужна соответствующая температура, со всеми вытекающими последствиями. А если мы начинаем серьезно считать, сколько воды было в атмосфере, учитывая хотя бы 30 метров поднятия океана, цифры получаются астрономические. А если атмосфера была всего 7-8 раз тяжелее и плотнее, то воды, содержащейся в ней, с трудом хватит, чтобы поднять уровень океана на 3-4 метра. А еще при подсчетах на поверхность вылезают совсем уж неочевидные на первый взгляд нюансы. Например, вы знаете о том, что при давлении в 8 атмосфер хлор не был газом, а был жидкостью. То есть, к примеру, могли существовать хлорные озера. Однако эта нестыковка неразрешима только в том случае, если мы будем как настоящие целеустремленные ученые смотреть только в одну сторону, забыв про все остальное. Но, слава богу, ответ лежит прямо на поверхности.
в учебнике 4-5 класса средней школы. А мы его просто не видим. И все оказывается просто и банально. Никакая вода не прибавлялась. Прибавилась глина. Те самые несколько десятков метров глины, которые выпали по всей планете и концентрировались в низинах. А главная низина у нас – мировой океан. Другими словами, любое тело, погруженное в жидкость, выталкивает ровно такой объем воды, который занимает. Слава Архимеду! Теперь, например, понятно, почему возле берегов зачастую лежит пологий шельф, и только потом резкий обрыв в глубину. Понятно, что за русло доисторических рек возле берегов. Это русло глиняных потоков. Понятно, например, как произошел прорыв Средиземного моря в Черное. Вода поднялась и начала переливаться. И если, например, где-нибудь на дне Азовского моря жил не тужил старик Ной, то само собой ему нужно было построить хоть какое-нибудь корыто, чтобы переждать потоп. И для него это был настоящий потоп. Ведь он жил на равнине, на месте которой вдруг появилось море. Теперь, когда мы почти добрались до финала трагедии, стоит взглянуть на картины руинистов несколько с иной точки зрения. Нет, я не буду доказывать, что они правы, по-моему, это и так очевидно. Под другим взглядом я подразумеваю то, что картины четко дают понятие времени, которое прошло после потопа. И поможет нам в этом, конечно же, растительность. И снова кто-то скажет: да это давно уже разобрали, видно же, деревья, кусты на картинах. Значит, прошло несколько лет. Чем ты хочешь нас удивить? Да тем, что такие разборы делали люди, живущие в северных широтах. Москва, Тула, Питер, Тверь, Красноярск. Да что уж греха таить, я сам тоже так думал, поскольку прямо перед окном уже 5 лет растет деревце и еле-еле дотянуло до 2 метров. Однако, любой житель юга России уже понял, к чему я клоню. На Кубани, к примеру, деревья растут с совершенно сумасшедшей скоростью. Недавно я имел удовольствие пожить в Ростовской области и неоднократно видел, как на песке и глине там за какие-то 1,5-2 месяца, а то и 2 недели вырастало дерево высотой до 2 метров, даже если перед этим оно было спилено под корень и засыпано 5 тоннами щебня сверху. То есть, судя по картинам руинистов, после катастрофы прошло всего пара месяцев максимум. Ну а земля сверху на руинах, понятно откуда, с неба. Вот как-то так. Основные вехи в деле об астероиде и потопе считаю закрытыми. Конечно, впереди еще много работы, сбор доказательной базы, а может внезапно и опровержений. Но основные нюансы мы разобрали. Что-то забыли? Да, мы забыли еще один слой аккреционного диска, тот, который из чистого песка. Мы обязательно разберем и это, но легкий по сравнению с остальными частями астероида песок выпадал еще много-много лет, и мне почему-то кажется, что в дальнейшем мы найдем подтверждение этому уже в печатных изданиях. Ну, а продолжение следует. Друзья, никто из нас не застрахован от ошибок. И если в логике моей увидите вы сбой, то не стесняясь, четко, грамотно и без запинок, оставьте под видосом гневный комментарий свой.